Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Сытник на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Приветствую вашу аудиторию. Юрий, давайте попробуем разобраться, проанализировать, так сказать, происходящее. И вообще непонятно, а что произошло? Ну, то есть, имеется в виду, что произошло с Зеленским, откуда, собственно, храбрая вода, что изменилось буквально в тылах, и насколько вы можете объяснить такой матерый оптимизм. Значит, рассуждает о том, что, в общем-то, мы не возвращаем силой утраченные территории, а когда-нибудь соглашаемся их вернуть дипломатии, это уже типа компромисс. Угрожает Кремлю ракетами и, в общем-то, достаточно бодро и стойко держится. Хотя, по сути, ведь кроме слов Трампа, ну, ничего мы не имеем на этой неделе, на Генассамблее, вот этот вот, скажем так, отмашка, да. Ну, понятно, что доброе слово и кошке приятно, а Зеленскому? Ну, это действительно многих озадачило, вот такое поведение нашего президента, поскольку объективных каких-то предпосылок к такому оптимизму, ну, во всяком случае, учитывая даже информацию, которая поступает с фронта, учитывая публичную информацию, заявления там разных, скажем, политических деятелей, там, ну, аналитиков и так дальше, ну, где-то не прощупывается. Я не вижу вот той линии, которая бы могла, которое направление какого-то направления событий, которое могло бы внушить такой оптимизм. Если говорить о словах Трампа, я это уже не единожды как бы озвучил вот эту мысль, что мы придаем слишком много значения тому, что говорит Трамп. Знаете, вот раньше как-то политики, извините за жаргон 90-х, следили за базаром, да, то есть они фильтровали то, что они говорят, и пытались как-то выглядеть, ну, респектабельно, да, как-то отвечать за свои слова. А сейчас это уже не ценность, это уже не, скажем, не в тренде. Сейчас можно наговорить чего-либо, потом совершенно наговорить чего-либо другого, потом переспросить журналистов, разве я это говорил. Это я так немножко в стиле Трампа, да, как он общается. И, ну, и говорить дальше, да. Вот помните, да, пацан сказал, пацан сделал, пацан не сделал, пацан еще расскажет. Вот где-то в этом направлении у нас и произошла деградация вот, мировой политики, скажем так, поскольку вот подобное поведение характерно для многих нынешних политических лидеров. И не зря, наверное, кстати, в Европе это касается тоже в большой мере, поскольку очень много критических сейчас там публикаций и заявлений журналистов там, и аналитиков о том, что власть в Европе, она, ну, скажем так, желает лучше, мягко говоря. Грубо говоря, не соответствует компетентности тем должностям, которые они занимают. Но вот мы видим такую ситуацию, наверное, во всем мире. Ну, о чем можно судить, поскольку, конечно, всех туда в одну кошелку нельзя совать. Там есть и, наверное, какие-то люди, которые отличаются умом и сообразительностью. Но насколько их много, мне кажется, что они в меньшинстве. Вот, поэтому вот эти заявления Трампа, они могут ровно ничего не стоить. Ну так, для красного словца. Хотя, может, если копнуть глубже, и некоторые как раз аналитики это утверждают, что там просто хочет спрыгнуть с тем. То есть ему не надо. Украина, вы там хотите повоевать, ну воюйте, вот Европа вам в помощь и разребайтесь сами. Ну и тут уже вопрос, дадут ли Трампу изолироваться от этой проблемы, ибо увы, его, как и других политических лидеров, Украина, а тем более украинский народ, их совершенно не интересует, не волнует, их волнует их, скажем так, политическое будущее, их политическая позиция. Ну, тоже парадокс. Тоже Почему? парадокс. Ну, подождите, он же как говорил, Зеленский, у тебя нет карт. Или Зеленский, ты вынужден будешь пойти на сделку. Путин разочаровывает, Путин там подвел, Путин так... Понимаете, в чем дело? Если бы
Вот тоже непонятная загадка, да, если бы условно, ну, а он не мог уйти как-то по-другому, а не вот таким макаром. Просто то, что сейчас делает Зеленский, мне кажется, это, ну вот если объективно посмотреть, раньше, допустим, раньше, да, с Украиной была Европа и Америка. И мы, в принципе, видим результат на табло. Я имею в виду внутренне, я имею в виду территориально, я имею в виду военно, я имею в виду по потерям, гробам и кладбищам. Да? То есть мы видим. Сейчас, получается, Америки нет. А у нас такое ощущение, как дыхание второе открывается. А давайте. Репарационный кредит возьмем и пойдем на Москву. Ну, странно как-то. Ну, странно, может, мы всего не знаем, но с другой стороны, знаете, как-то пришлось пообщаться с одним товарищем, который провел достаточно времени в Киеве, скажем так, в сфере медиа, и который, ну, через руки которого прошли многие наши политики. Он мне говорит: Юра, вот ты там конспирологию часто разводишь, вот много интересного, но я не совсем с тобой соглашаюсь. Я говорю: почему? Понимаешь, я с этими людьми, которых ты подозреваешь в каких-то хитрых там схемах, каких-то, ну, скажем, даже не схемах, а в там, каких-то элементах сговора и так дальше, я с ними общался. Он говорит: ну, это в большинстве своем просто примитивные идиоты. А, Понимаете, и тут, если мы сейчас вот начнем, а почему там какие-то заявления, вот что изменилось, а может быть ничего не изменилось, может для красного словца, а может что-то пообещали. Вот тут же варианты очень могут быть разные. Вплоть до того, что давайте не забывать, что наш президент, он талантливый актер, и он может играть какую-то роль по какому-то сценарию, результаты которого мы видим там, ну, в ближайшее время. К чему оно идет? Вот, что касается вот ситуации, что у нас поддерживала Европа и Америка, вы упомянули, да, у нас эта поддержка, это очень такое, знаете, условно. Это нам рассказывают, что нас поддержит Европа и Америка. Какая Европа, какая Америка? Давайте вспомним о том, что в Европе сейчас в фаворе партии, правые партии, которые поддерживают политику, скажем так, не политику, а вот идеологию русского мира. Трампа я еще в 2017 году назвал Трампутиным, да, в какой-то своей публикации. Не потому, что он там друг Путина или одно и то же. Трамп – это русский мир на американский лад. Это уже мировоззренческие какие-то понятия. И поэтому, когда мы говорим о Америке, давайте вспомним, что две Америки, ну, так, условно две Америки. Это Америка демократическая, республиканская, Америка, которая придерживается традиционных ценностей, Америка, которая придерживается более либеральных, там, так сказать, ценностей и веяний, правая, левая, то есть там достаточно вот этого распределения на таких, ну, скажем так, на два глобальных лагеря, их там еще в результате больше. То же самое и в Европе. Кто у нас сейчас, скажем, в странах, ну, самых таких мощных, да, европейских? Макрон с его низким рейтингом. И кто против него? Правые там вместе с Мари Ле Пен, которые, ну, скажем так, скорее всего, доминируют, так, в электоральных симпатиях. Так Германия, проблема в том, что на электорат плевать в решении вопроса войны и мира. Ну вот, понимаете, конечно. вот, плевать. Тоша, тут же тоже такой момент. Нам это показала тема Палестины. Я имею в виду не сам вот этот вот процесс, да, когда Нетаньяху уничтожает вот этот клочок земли и, ну, понятно, там, да, там, на Генассамблее ООН все встали, вышли как-то. Я имею в виду реакция внутри Европы. Европа, которая уже ассимилировала мигрантов, в которой прибывают новые мигранты, это уже просто стал фактор политики. Они боятся этой улицы, некоторые не боятся. Вот Мелони не боится. То есть, ну, в этом отношении не плевать. А в отношении каких-то стратегических вещей улица или, допустим, электорат, как вы говорите, он вообще не влияет на тему воевать или не воевать. Вон, смотрите, дроны летают. Слушайте, летают, сияют, как новогодняя елка, класс, все. И все такие: о, короче, нас опять, судя по всему, ведут путем COVID-19. Ну вот, я просто вспоминаю, когда в начале вот этой всей истерии массовой, там кто-то чего-то чихнул, кто-то чего-то там, ну,
как бы простудился, да, все, от него шарахались, как на 3 километра, боялись, там эти все маски, это все. Вот сейчас нечто подобное происходит. Нам говорят, разведывательный дрон. Так а какой же он разведывательный, если он сияет, видно его, бог знает откуда. Вот эту историю как бы пытаются в отношении европейского электората провернуть. Как бы то был страшный китайский вирус, сейчас страшный русский дрон. Но там до конца так и непонятно, что это за дроны, насколько я так, честно говоря, столько этой информации, эти дроны уже как бы начинают входить в такой распорядок дня, да? Летают над всеми странами, но непонятно, кто летает и зачем, да? Почему-то вот как бы хотелось услышать, что это опять НЛО, но, к сожалению, версия идет о российских дронах. Ту, которую навязывают европейцам. Вполне возможно, что это и так, как проверка реакции. Почему нет? Ну, знаете, когда нет достоверной информации, любая версия, она имеет право на жизнь, даже иногда фантастическая. Да, но вы хорошо провели параллель с ковидом. Давайте вспомним, что в начале вот так называемой пандемии появилась книга Клауса Шваба «Великая перезагрузка». Впервые информация о том, что она вышла, появилась где-то, по-моему, в мае месяце, в конце мая, а в июне книга уже была опубликована, презентация и так дальше. Вспомню, когда у нас там объявили пандемию, в апреле, по-моему, да? Буквально пару месяцев, и тут выходит книга. Ну, знаете, как человек, который там немножко пишет книги, писал, издавал, я понимаю, что это не процесс недели, двух там или даже пару месяцев. Это так не получается. А тут вот такой анализ, вот такая, скажем, срез и такие прогнозы вдруг. Да, то есть меня как бы наталкивает одна мысль, что книга писалась ну, как бы с тем, что человек был посвящен в те планы, в то, что происходит, в планировании. Да? И вот он тогда очень интересно написал в этой книге, сравнив изменения, системные изменения, которые будут происходить в мире, с последствиями, после пандемии, с последствиями Второй мировой войны. И вот именно название «Перезагрузка». Так вот, давайте вспомним Вторая мировая война, чем она, чем закончилась немножко в таком другом аспекте. Да, она закончилась в июле 1944 года в городке Бреттон-Вуд в Соединенных Штатах Америки, да, фактически подписанием договора о новой мировой финансовой системе. Или о новых, вернее, система-то не новая, но о новых правилах ее функционирования. Мы сейчас на пороге таких же изменений. Речь идет о цифровой валюте Центробанка, речь идет вообще о цифровизации в целом и о том, что дальнейший рост экономики потребления или надпотребления, или, извините, как емко и красиво звучит слово «потреблятство», в этом направлении мы движемся к полному краху вообще всей системы, экосистемы планеты Земля. И это не то, что надо верить там ученым Римского клуба и там, подозревая их там каких-то особых отношений с Рокфеллерами, например. Да? А дело в том, что объективные факторы об этом говорят. Мы же видим, что происходит по всей планете. И вот эта перезагрузка, она как бы необходима. С одной стороны. С другой стороны, когда нам рассказывает тот же Билл Гейтс о том, что угроза климату из-за того, что, извините, цитирую, пердят и рыгают коровы, да, вот, но никто почему-то не оценивает, кроме выбросов СО2, никто не оценивает экологические последствия войн, в том числе в Украине. У нас же была там комиссия, которая входила, Ермак с какими-то еще там европейскими товарищами, которые этот вопрос обсуждали, и в последнее время, по крайней мере, год уже ничего не слышно об этих обсуждениях. Вот, это колоссальные факторы. Так вот, если мы говорим о том, что вся система должна измениться, а об этом говорят уже все, да, и Байден говорил, и Си Цзиньпинь на встрече с Путиным, то она должна измениться прежде всего в финансовом плане. Ибо финансы диктуют нам направление экономики, развитие экономики, ценностей и так дальше. Больше 99% денег в обороте – это спекулятивный капитал. Менее 1% обслуживает реальную экономику. То есть деньги направляют
все векторы движения. И вот те, кто владеют деньгами, контролируют, они влияют на эти все процессы. И вот они должны как-то перейти, перезагрузиться в том плане, что дальнейшее развитие такой экономики, финансовой системы уже невозможно, оно объективно угрожает человечеству. А какой формат это все, к какому формату приведет, какие будут договоренности между вот этими элитами, нынешними государственными элитами, вот это вопрос. И вот это противостояние мы видим. Тут мы воюем, тут мы договариваемся. В любом случае, всюду, даже в Украине. Да? То есть тут мы воюем, но тут все равно мы договариваемся. Мы говорим о безопасности связи и так дальше, ну, поскольку у нас война с Россией. А кто у нас собственник компании «Киевстар»? Да? Кто у нас де-факто? Ну, то есть Михаил Фридман. получается, что Да? вот эта вся история с томагавками, отдайте нам ракеты, причем Axios пишет, что никто не даст, а Wall Street Journal говорит, ой, обсуждаются. Это все тоже как бы элемент договоренности, договорняка. Получается, вообще складывается такое впечатление, что, ну так, если очень сухо и просто, без каких-то подробностей, Трамп и Путин встретились и договорились, что будет проистекать вот именно вот так. Ну и, собственно, Зеленский рад стараться, кричит во все горло, сейчас будем бомбить, сейчас будем то, вот дроны запустили, вот и так далее. Но это тоже для чего-то нужно. Потому что объективно ничего не поменялось в лучшую сторону для Украины с точки зрения, ну, войны. Вот такой обычной, простой войны. То есть ничего. Мы, как, собственно, ну, как вот это вот тонуло это общество, например, в ТЦКшном вот этом угаре, да, так оно и продолжает тонуть. Более того, облегчают задачи. Сейчас вот вообще автоматическая постановка на учет. Ну, нормально, чего? 25-60 со всех реестров взяли твои данные и засунули. Все. Ну, то есть ты уже в базе, ты не спрячешься. Это по отношению к тем, кто, допустим, еще пытался каким-то образом избежать этого всего, имеется в виду, ну, там, резерва, какие-то там приложения и так далее. Нет, каждый должен пройти вот этот вот путь. Этот путь каждого должны переписать. Так это как прививка, помните? Сертификация от прививки. Да. Да, совершенно верно. Поэтому тут вопрос не в том, что это для ТЦК или для мобилизации. Конечно, но если бы действительно серьезно хотели заняться мобилизацией, то искали бы другие пути. Ну, я вчера там слышал такую историю, как только в одну школу пришло 10 учителей, да, без квалификации, без опыта, только для того, чтобы получить бронь. Ну, правда, неправда, но таких историй слишком много. И да что, мы живем среди людей, мы общаемся, мы знаем, да, то есть при желании можно было бы найти, задействовать другие резервы, а не устраивать вот эти все, скажем так, шоу, которые показывают, да. Я постоянно вспоминаю такой художественный роман Людолова. Зинаида Тулуб советских времен. Вот мне как-то, когда вижу эти картинки, мне это название вспоминается очень часто. Да, так вот, вот эти все базы, которые будут объединены в одну, это что же элемент цифрового так называемого концлагеря, как любят говорить конспирологи. Но если отвлечься от конспирологических версий, или давайте называть конспирологические версии не конспирологическими, а теми трендами, которые происходят, так это происходит кругом. Это цифровизация во всех сферах жизни. Это тот же социальный рейтинг в Китае, который обосновывает как бы, ну, благими намерениями, но как бы там ни было, это контроль. Это умные города, оснащены камерами, тот, например, Шэньчжэнь, в котором вот нету преступлений. Да? Но нету преступлений, но полный контроль. Да, в тюрьме тоже, если полный контроль, там преступлений нет. Ну, можно их избежать, на самом-то деле есть, но можно избежать. Вот. Эти все базы, которые сводятся в единую. Сейчас под предлогом того, что надо выявить так званых ухилянтов, да, кого-то там призвать и так далее, и так далее. Но на самом деле элемент того же цифрового контроля, он происходит всюду. Цифровая валюта, вот где-то 2 недели назад была информация, какой-то российский чиновник, там не помню какого рана, хвастался, что получил зарплату цифровыми рублями.
Эксперимент с цифровой валютой где-то уже года 1,5 или 2 назад в Китае был анонсирован, там не знаю, чем он закончился, но в какой-то там провинции должны были получать цифровыми юанями заработную плату. То есть это все движется в одном направлении, и поэтому параллели с ковид – это как бы продолжение. Продолжение этой великой перезагрузки. Что касается, вот вспомнили вы томагавки, дают, там одни пишут, что дают, другие не дают. И вот действительно ли это все можно сравнить с каким-то срежиссированным шоу? Тут, конечно, ну, скажу свое мнение. Да? Есть две теории как бы на развитие истории. История как случайность и история как заговор. И многие видные политики придерживали и, скажем так, демонстрировали свое отношение к истории как одному направлению или ко второму. А вот мне кажется, все-таки это смесь. Это смесь, с одной стороны, заговора. Но заговора не в том смысле, что собрались какие-то там масоны и все порешали, и все идет так. Ну, это так не происходит. Об этом очень красиво написал Пелевин там, в одном из своих романов. Да, брал бы я таких конспирологов и вез в 6 утра на подмосковную базу, где обкуренный таджик на КамАЗе, там, презрев все правила шариата и умы, разъезжает, там, рассекает по территории, стал бы их стенки и говорил: вот смотрите, проклятые конспирологи, как этим миром управлять. Ну, это я не цитирую, это так близко. Дело в том, что теория сговора не работает. Это не работает в том плане, как вот собрались, мы договорились, и дальше все идет как по маслу. Не идет, поскольку человеческий фактор, поскольку, скажем, даже любые какие-то изменения, нехорошие изменения, их как-то пробуют предоставить или подать как в позитивном отношении. Да? То есть вот Гейс нам что рассказывает? Коровы придят, рыгают, портится у нас климат. Да, он же ради блага человечества это все хочет, да, всех там привить, коров и так дальше, животных. Это как бы для блага, а не во вред. Поэтому, когда мы говорим о заговоре, как такового заговора нет. Но договоренности, торги, конечно, есть. И вот в глобальном мире, а мы живем уже давно в глобальном мире, об этом, кстати, очень четко задекларировали в коллективном докладе Римскому клубу, который был опубликован в 2018 году, осенью 2017 был он. Как бы этот коллективный доклад зачитан, принят, и там вот очень четко все расписано. Там и о COVID-19, как о исследовании Оксфордского центра управления риском, или как там он называется, который говорил о том, что биологическое оружие, которое может выйти из-под контроля, это глобальный риск. Вот мы имеем вот этот глобальный риск произошел. Вот, где говорится о том, в этом докладе Римскому клубу, говорится о том, что климатические факторы приведут к вооруженным конфликтам доселе не виданы. И тут опять-таки никакой конспирологии, мы же видим, что происходит по миру. Какие климатические изменения, катастрофы и так далее, и так далее. То есть мы действительно с вами живем в эпоху системных изменений, и, увы, Украина оказалась одним из, скажем, одной из точек сборки, в которой будет собираться вот этот новый мировой порядок. Вот где-то такое мое впечатление. Ну, смотрите, тут же какой еще момент? Вот договоренности. Лукашенко у Путина выходит и говорит: Зеленский, давай я с тобой встречусь. Я с тобой встречусь, на столе есть реальное хорошее предложение, и, в общем, давай вот это вот все закончим, иначе будет повторение периода начала СВО, так он выразился. Ну, тут уже надо думать, да, что имеется в виду, то есть, то ли по каким-то прорывам, короче, государства Украины не станет. Пока ответа так не было, ну, понятное дело, все, вот, ну, как у нас к Лукашенко относятся. Ну, простите, у Лукашенко есть запонки Дональда Трампа, он ему подарил. У Лукашенко не только там хорошие отношения с Путиным, а еще и какое-то такое серьезное потепление с Америкой. Так а что на столе? И самое интересное, а где этот стол? Похоже, Зеленский не просто не знает, что на столе, а не знает даже, где он. Знаете, тут
Ну, представьте себе, или я вот себе представляю, как человек, который очень много лет проработал в бизнесе, руководил достаточно крупным проектом, в свое время, где работало больше 1000 людей, да, вот какие-то, ну, не такое уж крупное, но достаточно, да. И вот я себе представляю, как вдруг бы меня, вот менеджера с этого проекта, забросило руководить государством. Я же себе реально представляю сложность этих всех задач, сложность взаимоотношений, различные уровни власти, различные течения внутренние, внешние, региональные и так далее. Ну, колоссальные. То есть это, более того, ты сам это все не охватишь, ты хотя бы должен сам понимать, как вы называете, где этот стол, где он стоит. Не то, что на нем, а где он стоит. Вот то, что на нем, пускай специально обученные люди, профессионалы уже рассматривают и докладывают, иначе тебя не хватит на все. А тут человек с опытом шоумена встает президентом. И вот что у него хорошо получается, действительно очень хорошо, это в медийном плане вот играть роль президента, показывать какие-то эмоции и так далее. И так далее. Отлично, да, выступать там на больших сборищах, говорить о помощи, это все, ну, то есть это все он делает красиво, умело. Это никакая там не обида, это объективно вот то, что происходит. Но каков этот опыт этого человека? А кто его советник? А если там посмотреть о советниках, а там тоже как бы вопросы сразу получаются, какой опыт руководства страной или вообще понимание государственного процесса у господина Ермака. Да? Вот если вы проанализируете, вы поймете, что а что тут удивляться? А тут удивляться нечего. Там сидят какие-то, скажем так, советники от тех людей, которые финансируют Украину, и рассказывают, как надо делать, и рассказывают о том, как вот когда надо двигаться, какие-то там подводные камни. Знаете, это все прошел еще в конце 90-х, когда там в начале 2000-х общался, дружил с некоторыми депутатами, и с ними как бы вот слышал какие-то откровения изнутри, знаете, вот что-то происходит и так далее, и так далее. И вот для меня тогда, ну, как бы вроде тоже не глупого менеджера уже с опытом, да, это было интересно, вот эти все процессы. Сейчас на это все смотрю совершенно по-другому. А вот для руководства страны, наверное, это все еще интересно. Вот эти все, знаете, интриги геополитические, кто там, кому там, как там сказал, вот и так далее, они там не играют. И вот к началу вашего вопроса или фразы о том, что Лукашенко заявил, да, и о необходимости, готовности встретить с Зеленским, о том, что есть хорошая пропозиция на предложение, извините, на стол переговоров. Вся суть вот этой переговорного этого трека сводится к одному, к территории. И вот почему Трамп нервируется, вот Трамп сейчас там на Путина, зол и так дальше, у него это, наверное, искренне, знаете, он тоже не надо там искать глубины какого-то суперстратегического мышления, да, он эмоциональный человек, он тоже шоумен. И ему Путин его раздражает. Почему? Потому что есть формула, при которой все будут победителями в этом конфликте. Все. Зеленский, Путин, Трамп. Да? Ну а как ты Это будешь, заморозка. подождите, как ты будешь победителем, если надо отдавать, например, Донецкую область? Нет, не отдавать, не отдавать. Зеленский сказал, юридически мы ничего не отдадим. И понятно, никто юридически не отдаст. Но об этом даже речь не идет. Уже были различные предложения. Но суть их все сводится к заморозке. То есть вот мы сейчас прекратили стрелять, мы прекратили разбивать инфраструктуру одна страна другой, да? Прекратили вот эти все дроновые атаки. Вот помните, предложение было прекратить в воздушном пространстве вот эти взаимные удары, оставить только на земле. Ну, не согласились, да? Так вот, если прекратили, скажем так, упаковав это все хорошую такую в подарочный такой кейс, да, с какими-то бантиками, Путин скажет, вот смотрите, мы цели своего достигли. Украина пошла на какие-то уступки. Это чисто, знаете, уступки, которые сложно прощупать, поскольку там денацификация, там русский язык, церковь, это все можно как-то договориться, упаковать. И Путин скажет, все, мы достигли цели СВО, у нас есть коридор
Крым, у нас тут территориальные приобретения. Да, но вот мы считаем, что Украина, занимая сейчас вот наши области, ну, мы сейчас ради мира, ради там благих целей и так далее, мы сейчас этот вопрос не поднимаем. Зеленский скажет, ну вот, видите, мы добились мира, перемирия, мы сейчас можем запустить процесс выборов, демократический процесс в Украине, будем двигаться там в ЕС, НАТО и так далее, и так далее. Вот Путин испугался и дальше нас не трогает. Да? Трамп сказал, вот я остановил какую, 8-ю уже, да, войну. Вот, кто-то скажет, вот Трампу точно надо Нобелевскую премию, медальку и так далее, и так далее. Все довольны. Да? Но почему-то не случается. Почему не случается? Потому что территориальный вопрос. И Путин настаивает на официальном признании территориальных приобретений. Возможно, он довольствуется Крымом. Возможно, еще как-то, а может и не довольствуется, еще какие-то вопросы. Но мне кажется, сегодня действительно решение о том, продолжать ли войну или прекратить, я имею войну в плане того, что происходит на поле боя, это решение за Путиным. И вот он выторговывает какие-то преференции. Подождите, и вот, в смысле за Путиным? Зеленский у нас контрнаступает. Зеленский там дроны запускает. Смотрите, тут же тоже такой момент. Это могло бы быть за Путиным там, в той итерации прошлой, где Украина жертва агрессии, а Россия агрессор. А сейчас, извините, у нас точка отсечения с 24 августа, с выступления Зеленского на Дне независимости. Говорит, Украина не жертва, Украина боец. Поэтому тут как бы, простите, пожалуйста, вот эту всю риторику уже надо что-то менять в этом отношении. Я вот как бы при всем уважении к глубине познаний Зеленского, но я все-таки вот не понял этой истории с выборами, которые он запустил. Вот, во-первых, интересно, вот ваш прогноз, с Лукашенко будет встречаться или не будет? И вот эта вот штука, что сейчас дайте нам перемирие, причем это же было сказано, что дайте нам условно перемирие там на чуть-чуть, и мы тут же проведем выборы. Как? То есть, условно, каким-то образом гипотетически, хотя никто об этом договариваться не хочет, все хотят уже договариваться о мире. Вот, дали возможность, например, перемирия, и тут на месяц, и тут Зеленский выборы проводит. Слушайте, а кому, зачем он это говорит? То есть это же нереально. Что нереально? Провести выборы? В режиме перемирия. Почему? Почему нереально? Мы же проводили выборы уже в том состоянии, когда территориальная целостность Украины была нарушена. И, кстати, это противоречит и Конституции, и действующему тогда закону о военном положении. Хотя военное положение формально не было принято, но де-факто оно существовало. Это не мое мнение, это мнение Виктора Шишкина, уважаемого человека, который в этом вопросе разбирается, возможно, лучше всех в Украине. Да? И тут как бы он в свое время говорил, что Порошенко надо было притянуть к уголовной ответственности только за то, что он не ввел своевременно военное положение. Так вот, при военном положении никакие выборы, никакие изменения в Конституцию не могут происходить. Вот, так что тут вопрос выборов – это очень такой вопрос скользкий. Но если в редакции закона о военном положении до мая 2015 года, то есть весь 2014 год, в старой редакции, было четко записано, что военное положение вводится при угрозе территориальной целостности Украины и так далее, и так далее, и так далее, перечень условий, да? И отменяется оно только когда эти условия, которые привели к введению военного положения, исчезнут. То есть была привязка к объективной ситуации. 2015 года перевели в ручной режим. Помните Керченский пролив, военное положение, 2 года, да, это вот вся история. Так вот, с этого времени, с 2015 года, вот этим режимом военного положения можно манипулировать вручную, да, как угодно. Продлевать, вводить, прекращать, вводить и так дальше, что мы сейчас видим. Поэтому, увы, сегодня это можно спокойно
прекратить, опираясь на то, что мы прекратили стрелять, у нас перемирие, мы запускаем процесс выборов. Вот, ну, была тогда линия разграничения одна, сейчас она другая. Ну и что? Ну, провели тогда выборы, провели, и сейчас могут провести выборы. Так что я ничего в этом удивительного не вижу. Там задействуют там, систему ДИА, там, заграничные выборчие округа, там, не знаю как. Вот, или не дадут возможности проголосовать тем, кто не обновил свои данные в ТЦК. Тут все зависит от того, какой закон избиратели примут. А тут варианты могут быть Так, разные. Но зачем об этом Зеленскому говорить сейчас? То есть, это ведь... Я к чему говорю? Я не говорю, что там невозможно. Я говорю, что это абсолютно нелогично. То есть, есть логика. Он говорит, значит, мы томагавками ударим по Кремлю. Ну, типа, прячьтесь, чиновники. А вторым предложением, ну, или там рядом предложением, говорит, у нас нет ПВО. То есть, человек думающий, он же как-то может, ага, ты ударишь по Кремлю чем-нибудь, да, то есть, дронами или ракетами, фламинго, томагавком, полетит в ответ. А у тебя нет ПВО. Ну, или как дефицит ПВО. Возникает вопрос, а зачем, для кого ты это делаешь? Зачем? То есть, нелогично. С выборами точно так же нелогично. Ну, то есть, вот мы проведем выборы. Ну погодите. То есть, это же было нереально. Это же все отмели. А потом ты как бы вернул эту историю. Ну, то есть, он такое ощущение, что это какой-то спектакль. Находите? Ну, да, я уже говорил о том, что талантливый у нас актер наш президент, и собирал он залы, овации, в том числе в Москве, да. Помните кадры с Галкиным, да, как бы. Вот, вы что думаете, человек вот так вдруг изменился совершенно? И думаю, что нет. Поэтому, конечно, вот это расценивание с точки зрения там какой-то геополитики нету смысла. Но смотрите, другая логика в чем. В чем? Вот последняя, опять-таки, публикация нашего нового политика господина Залужного, который вещает там с Лондона, там разные интересные вещи. И вот он же открытым текстом написал о том, что Курская операция, там, это не было никакой логики в военном плане. А в начале Курской операции, еще когда она была, двигалась в каком-то там победоносном направлении, да, вот тоже было много заявлений военных генералов о том, что непонятно, вот мы там наступаем сейчас, двигаемся, но цели непонятные, военные цели непонятные. А какие военные цели сейчас уничтожения российских нефтеперерабатывающих заводов? Нету никаких военных целей. Скажу почему, потому что в Украине вообще ни один завод не работает, нефтеперерабатывающий. И очереди нет на заправках. Все заправляются, все ездят, да? А что, чем Россия отличается? Да, страна большая, логистика, конечно, другая, да? Но на Давальческом стыре работать с Мозырем, работать с другими нефтеперерабатывающими заводами, даже за рубежом, это тоже можно. Даже в пределах России. Сложнее, конечно, но расстояние, логистика, но можно. То есть нет военной логики. Как и многие генералы сомневались в военной логике наступления на Курск. Как сейчас вот этом написал Залужный. Это опять-таки это не я придумывающий, вот это наши военные. Так вот, есть другая логика, и логика политическая. И вот эта политическая логика, она превалирует над логикой военной, к сожалению. Это тоже многие говорят, пишут и так далее. А почему? Потому что очереди на заправках в России, дефицит топлива в стране бензоколонки – это публичное пощечина кому? Путину. Значит, занятие российской территории, вот Курская операция, это пощечина кому? Путину. То есть логика здесь политическая, но не военная. Так что мы ищем логику военную, а кто сказал, что она должна присутствовать? Это логика политическая. И если Трамп договаривается о чем-то с Путиным, пытается договориться с Путиным, то наша власть пока еще, ну, посмотрите на обилие соросят во всех сферах власти, да, вот наша власть пока еще под влиянием Демпартии находится. Она пробует искать какие-то там договоренности с Трампом, манипулирует там
скажем, особенностями характера Трампа, да, его там честолюбием, и вот его таким желанием, там, чтобы его все хвалили, там, рассказывая, какой он великий, могущественный. Они на этом прекрасно играют, и Зеленский на этом прекрасно играет. Но реальное политическое влияние, мне кажется, все-таки дальше от демо у нас в Украине. Никаких структур, которые бы политически поддерживали Трампа, столько времени прошло, а их нет. Да, были договоренности, были переговоры, там, но никто реально не поддерживает публично президента Соединенных Штатов Америки. Никакая политическая сила. Можете себе представить этот феномен? Это зависит от кого? Конечно, от Трампа, от его администрации, что они не могли бы здесь поддержать ту силу, которая бы сказала, да, мы поддерживаем Трампа и так далее, и так далее. Это же даже на идеологическом уровне, на отношении к медицинским вопросам, да, те же там прививки и так далее, и так далее. Отношение к ЛГБТ, отношение к вот этим всем соросятам и так дальше. А у нас ни одна политическая сила это явно не поддерживает. Вот, поэтому тут тоже такая внутренняя шизофрения. С одной стороны, мы зависим от Америки, которой правит Трамп, ну, топ-менеджер сегодня, да? А с другой стороны, наша власть под влиянием конкурентов Трампа. Конечно, этот фактор, он очень мощно работает в политическом плане, в плане поддержки и так далее, и так далее. А вот по своей идеологии, как бы по своему миропониманию, Трамп ближе к Путину, ближе к Лукашенко. И у них там какие-то отношения как бы там формируются, несмотря на, скажем так, противоречия политические, которые объективно существуют, и через них просто так не перешагнешь. Поэтому тут логику искать надо не в плане войны, а в плане политики. И поэтому Зеленский, он, наверное, просто следует рекомендациям вот этих советников, которые там возле него, которые представляют интересы наших так называемых западных партнеров. Зачем? Нет, ну понятно, что надо как бы дергать Закарпатье постоянно, и вот, это уже стало таким, ну, традицией такой, да, то есть эти перепалки, то есть, ну, все уже понимают, да, но зачем превращать это в какой-то даже военный акт? Зеленский заявил, что разрушенное на Закарпатье предприятие была чуть ли там не наведена ракета с венгерского дрона, или, как правильно сказать, с дрона, запущенного с венгерской территории. Сейчас там Генштаб показывает, как пролетел этот дрон. И вот, слушайте, на фоне вот этой, скажем так, европейской истерии вокруг дронов, которую искусственно пытаются раздуть, то, что мы обсуждали выше, это кажется очень и очень опрометчивым шагом. Ну, такое ощущение, что Украина пытается Венгрию в стойло в какой-то загнать. Знаете, если бы я был бы конспирологом, да, раньше под брендом примитивного конспиролога писал многие там свои публикации один период времени. Вот, я бы сразу вспомнил вот фильм «Слуга народа» и ту карту разделенной Украины, которая там висела в кадре, да, на столе. Ибо что сегодня Закарпатье? Ну, полностью мирный регион. Но несмотря вот на один такой мощный... Ну, там было раньше еще удар где-то в районе Воловца в начале войны, а сейчас был прилет по заводу с американскими инвестициями под Мукачево. Не знаю, там что там изготовляли, как, но тем не менее. Закарпатье мирный регион, в котором сейчас очень много строится. Самая большая цена на аренду квартир, которая очень мощная рекреационная зона. Туда все идут отдыхать, ибо там действительно можно отдохнуть. Вот во Львове вы все равно не отдохнете. Ибо тревоги, ибо прилеты там не так часто, как в Киеве, но все же. Да, в Закарпатье нет, относительно тихо, и дай бог. То есть вот это такой анклав, знаете, какое-то спокойствие в Украине. Чуть ли не единственный, который остался, но и наиболее ярко выражен. Вот. А вот эти заявления, эти провокации, они же могут быть как с одной, так и с другой стороны. Опять-таки, мы будем искать какую-то логику военную, или мы будем искать логику
То есть отношение там, к жителям Закарпатья, там какие-то сентименты к ним нет. Там вполне может быть политическая логика с одной и с другой стороны. Ибо сценарий раздела Украины – это тот, который обговаривает публично, еще раз говорю, это не мои какие-то домыслы, это публично обговаривают многие европейские политики, так называемое право топа. Так? Вспомним территориальные претензии этих политиков со стороны Польши на Западную Украину, со стороны Румынии на Буковину, со стороны Венгрии на Закарпатье. Вот и все тут. Еще раз напомню о том, что у нас каждая европейская страна, и что интересно, в соотношении почти 50/50 разделена в своих политических симпатиях и антипатиях. То, что сейчас действующая власть, это одно. А я говорю о симпатиях людей и о, скажем, оппозиции, так называемой. Ну, АДГ в Германии уже на первом месте по вопросах. Найджел Фараш со своей партией в Британии на первом месте по вопросах. Да? Вот помним выборы в Румынии, вот эти все, какие там были скандалы и так далее. Позиция Орбана четко в фарватере там русского мира и, скажем, в пику общей политики ЕС. Так что ничего удивительного нет. Тут ситуация может раскачиваться в различных направлениях. Даже Молдова, Приднестровье. Тут где вспыхнет, сказать сложно. И поскольку мы в этом геополитическом котле все, скажем так, с вами находимся, а мы с вами, вот простые, обыкновенные жители, даже если кто там пытается что-то анализировать, мы не знаем вот этой всей закулисной истории, этого всего громадного закулисья. А поскольку там процессы все взаимосвязаны, то, например, решение по Палестине, да, это может непосредственно и очень жестко повлиять на ситуацию в Украине. Как, я не берусь говорить сегодня. Но может повлиять. Вопрос Тайваня, тем более. И другие точки, которые... Ситуация в Средней Азии, там борьба за Среднюю Азию между Китаем, Россией и Соединенными Штатами Америки в экономическом плане, оно может непосредственно повлиять на ситуацию в Украине. Но мы живем в глобальном мире, поэтому вот эти процессы, кто-то, возможно, их отслеживает. Ну и вот, наверное, все-таки Клаус Шваб честно предупредил, что новая пандемийная, постпандемийная эпоха, перезагрузка, процессы, которые будут происходить, они будут характеризоваться, их характеристики будут сложность, взаимоповязанность и быстрота. То, что мы с вами видим. То есть сложность, поскольку гибридная война в различных плоскостях происходит, взаимоповязанность – это глобальный мир, это глобальные финансовые потоки, которые происходят. И вот быстрота этих изменений, информационное поле, вот сегодня говорили об одном, завтра о втором, и вот это все очень быстро меняется, и новые события происходят. Возможно, кто-то их контролирует, возможно, искусственный интеллект, возможно, суперкомпьютеры моделируют ситуацию, но, увы. Мы вот видим какие-то сигналы, можем их считывать каким-то образом и делать какие-то общие прогнозы. А все конкретные, это, по-моему, это все... Это так, более это пиар, а не реальная аналитика. Навродский вышел, говорит, последний раз подписываю закон, ну, для украинцев, и говорит, хватит уж этот ваш туризм, развели здесь. И тема достаточно остро выглядит, потому что мы имеем внутри? Зеленский, у него есть карт-бланш для того, чтобы крутить, вязать, ликвидировать все инакомыслие, принимать самые дурные законы, ну, там, по свободе слова и по всему. То есть, да, то есть, может все, что хочет делать внутри страны. Но снаружи мы видим, как меняется отношение к тем же украинцам. Мы упоминали по поводу реестра, вот, ну, автоматической постановки на учет. И там берут данные с банков, в общем, с миграционки, то есть везде. Ты можешь, в принципе, 25-60 стукнуло, ты уже там. Но тут же все думают о следующем шаге. Получается, поляки как бы, ну вот, как бы отталкивают где-то украинцев. Ну, надоело им, грубо говоря, кормить
и просто так платить. И украинцев могут начать выталкивать из Европы, а куда? На войну. Ну, то есть, если речь идет о мужчинах. Женщины уже там, непосредственно в Одессе, я думаю, вам попадался, может, этот ролик, когда ходит девушка и говорит, да елки-палки, нет мужиков. Приехала в клуб в Одессу одни турки или те, которые там уже женаты. Ну, то есть, получается, мне 35-30 лет, я не могу познакомиться, потому что если есть, то они прячутся, если нет, то еще что-то. Ну, то есть, это нереально. И где ей познакомиться? Ну, как где? Или уезжать и знакомиться с украинцами за границей, или идти на фронт, опять-таки, тоже такая мотивация. Там мужиков хватает, наверное, на передовой. То есть мы видим абсолютно другой конструкт. И как вот вам кажется, Европа начнет выталкивать назад? А тут уже и форму пошили для условных ухилянтов, которые были в Европе. Ну, скажем так, никто не скроется от цифрового учета, да? Ибо, вспомним классика, социализм – это учет и контроль. А вот новый военный коммунизм в пределах планеты, который придет на смену сегодняшнему глобализму, это уже цифровой учет и контроль. Да, скажем так, конспирологическая такая версия, но которая имеет очень четкие обоснования под тем, что, ну, скажем так, в контексте того, что происходит. Так вот, что касается отношений Украина-Польша, они издревле очень они непростые. Ибо Украина долгое время пребывала, Западная Украина пребывала под оккупацией Польши. Очень много было отношений хороших, добрососедских. Ибо когда началось вот это полномасштабное вторжение, я знаю очень много историй, скажем так, с круга там знакомых, близких людей, когда в Польше радушно встретили украинцев. Поляки, ну, как бы они очень тепло, очень радушно встретили. И что поменялось? Да, конечно, поменялась и это опять-таки политика, это медийные эти все вбросы, когда, ну и объективный фактор тоже, который можно преподнести по-разному. С одной стороны, вот кормить, поить, да нет, это ерунда все, никто не кормит, там, скажем так, экономический вклад украинцев, то есть их налоги и то, что они внесли в экономику Польши, гораздо превышает затраты поляков на содержание вот тех украинцев, которые не работают. Была статистика, извините, сейчас не помню, но там разница достаточно большая. То есть никто не кормит и не поет. Реально на экономику Польши работают миллионы украинцев. Кроме тех, ну, кто не нашел работу, не хочет, это уже другой вопрос, да? Это такое дело. Что касается мобилизации. В Польше тоже приняли закон. И там не важно, где находится поляк. В Польше, а сейчас с Польши после прилетов дронов началась активная миграция в Германию и так дальше. Они сразу приняли закон. Да нет, ребята, никуда вы не спрячетесь. Вот ты поляк, и ты гражданин Польши, ты должен выполнить вот этот свой долг, да, перед Отечеством. А другой вопрос, что как это будет все в реалиях. Мы же видим, что у нас в реалиях происходит. Количество так называемых СЗЧ, да, то есть люди, которые убежали, самовольно оставили фронт и так дальше. Но это все зависит не только от людей. Это многим зависит от системы. И когда люди, знаете, Лао Цзы еще писал, да, о том, не Лао Цзы, Сунь Цзы, извините, писал о том, что для победы должно быть дао, то есть вот дао в том плане, там многостороннее понятие, но в том плане, что власти и народ должны быть едины, правитель готов отдать жизнь за народ, а народ за правителя, то есть вот это единение. А вот его нету. Вот в плане идеологическом, помню, там за Родину, за Сталина, вот эти лозунги. Вот Советский Союз идеологически это все обосновывал. Хотя реалии совершенно другие. Там, о чем Николай Никулин писал в своей книге «Воспоминания о войне». Вот. Но была все-таки какая-то идеология. А у нас сейчас идеология такая не работает. У нас информационная эпоха. И когда каждый день тот же боец на фронте в телефоне читает о новых коррупционных достижениях власти, читает
скажем, аналитику своих, там же, там, Касьянова, там, других, которые критически, то есть они патриоты, но они критически пишут о том, что происходит во власти. Так, тогда вот человек себе задает вопрос, а я должен умирать за эту власть, ведь государство, за определением даже с Википедии, это институты власти, да? И вот какие институты власти, если они не способствуют объединению народа, то у народа и нет желания умирать за такую власть. И в Польше, и в Европе та же самая история. Что вы сказали, там пример вот с этой девушкой, которая себе там парня не может найти на дискотеке где-то. Это такой пример, может, не самый яркий, да, а вот демографическая катастрофа налицо. И даже вот там были какие-то исследования опубликованы, буквально вчера я видел, по рождаемости, по негативной, скажем так, тенденциях касательно умерших и народившихся по разных странах, а там Украину даже не включили. Там на первом месте с минусом Косово, по-моему, да? Там ряд других стран. А даже в Китае уже пошел минус, да, по приросту населения. А Украина даже в этом списке не присутствует. То есть нас сейчас посчитать толком невозможно. Кто, где, сколько. То есть это... Ну, вспомним о том, что у нас переписи населения не было с 2001 года. И вот сейчас вот в этом всем хаосе, конечно, разобраться очень сложно. А что касается там тенденции выловить там в Европе, сюда депортировать, тут тоже очень, очень все это непросто, да, ибо ну, Европа же не единая. Там свое противостояние. Ну, в Словакии, например, мужчину и женщину утвердили, как и радовался Фица вчера. Ну, то есть, имеется в виду, что мужчина и женщина, все, нет гендеров вот этих всех. То есть, мы понимаем, да, и это ведь тоже об этом. Да, они заботятся как могут, но заботятся о своих. А на наших вот вопрос, будут ли заботиться, вот же в чем загадка. Знаете, тут глобальная проблема, ну не глобальная, а мне кажется, одна из ключевых проблем Украины в том, что мы отказались от тех ценностей, традиционных ценностей, которые сейчас эксплуатирует так называемый русский мир. Не важно, русский мир в лице кого. Путина ли, Трампа ли, Фицо. Да? То есть это мы называем общий мир, но это русский мир, но это, скажем так, какой-то набор системы ценностей, который присущ тому населению, славянскому населению, которое в большинстве своем проживает в Украине, в некоторых регионах России, то, на чем, скажем так, Российская империя и создавала свою идеологию, на этих ценностях. Какая там конфессия, православная, греко-католическая, не важно, да, если церковь придерживается этих ценностей. Но мы видим сейчас, как церковь в этом отношении деградирует. Мы видим, как нам навязываются совершенно другие ценности. Мы видим церковных иерархов, включая господина Гузера, который делал инъекцию на камеру. У него что, мозгов нету, не хватает или информации, что это рискованный препарат. Я говорю мягко, да, рискованный, непроверенный до конца препарат. Зачем вот эта пропаганда? К чему это все было? В России происходило то же самое. Там Гинзбург, ихний, там Гамалея и так дальше. Та же ситуация и в Китае и так далее. Помните, вот когда вакцины распространялись по миру, тогда было очень четко видно геополитические отношения. Кто чью вакцину покупал, да? И потоки денег соответственно. Вот, поэтому мировоззренчески вот, Украина выиграла бы в каком плане? Если бы вернулась к системе традиционных ценностей. И тогда отпало бы сразу очень много вопросов. И, скажем так, это был бы, наверное, наиболее мощный удар по именно московской пропаганде. Ну, это дело уже, знаете... пропаганде, скажем так. Это дело но, такое... увы, мы идем все в форматоре каких-то непонятных ценностей, либеральных и так далее, которые, когда при власти у нас поколение, которое уже вырастил Сорос, и вот никаких подвижек в этом отношении я не вижу. А если их не будет, это очень... это первое, это фактор, который очень сильно может разделить Украину в результате, подробить. И этот фактор, который препятствует миру. Ибо мировоззренчески мы не можем согласиться с теми вещами, которые... То есть мы-то внутренне можем согласиться, но мы их не принимаем, поскольку там стоит клеймо «русский мир».
И если ты вдруг сомневаешься в вакцинации, если ты вдруг придерживаешься традиционных ценностей, если тебе не нравится ЛГБТ-направление, ты кто в Украине? Агент Кремля. Вот такие у нас, к сожалению, реалии. И каждая победа начинается с головы, а потом уже все остальное. Юрий Сытник был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего хорошего. Друзья, благодарю за то, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.